Как разбогател Рубен Варданян, состояние которого, по данным журнала Forbes, в 2021 году составило $1 миллиард. Рубен Карленович Варданян родился в 1968 году в Ереване, столице Армении. Окончил экономический факультет Московского государственного университета и с 24 лет начал работать в качестве директора первого в России инвестиционного банка «Тройка Диалог». «Тройка Диалог», проданная Сбербанку в 2012 году за $1 миллиард 350 миллионов, принесла Варданяну сотни миллионов долларов. Кроме того, Варданян владел акциями многочисленных фондов компаний, в том числе АвтоВАЗа и КАМАЗа. Хотя на первый взгляд успешное расширение созданной с нуля компании и последующая продажа ее государственному банку за крупную сумму вызывает симпатию, при внимательном рассмотрении вопроса выясняется, что компания «Тройка Диалог» и Рубен Варданян на самом деле нужны для совершенно иных целей. Завеса тайны была снята в 2019 году в результате расследования, проведенного журналистским проектом по исследованию коррупции и организованной преступности. Стало ясно, что инвестиционный банк «Тройка Диалог» создал офшорную сеть, состоящую в общей сложности из 76 дочерних компаний. Эти компании в 2006 годах участвовали в схеме отмывания грязных денег, переведя через литовские компании Юкио и Снорос более 3 миллиардов 500 миллионов евро в офшорные компании. Интересно, что счета, открытые в литовских банках для вывода средств из России, открывались на имя лиц, прибывших в Россию на сезонные работы из Армении, и они не знали о наличии на счетах миллионов долларов. Судя по всему, Рубен Варданян, который использовал своих соотечественников в качестве средства, получал деньги от своих богатых клиентов и корпораций за использование своих бизнес-структур в денежных переводах. Так, секрет успеха структуры бизнесмена «Тройка Диалог» строился на простой схеме финансового мошенничества и отмывания грязных денег. Таким образом, на пути к обогащению и сохранению накопленного капитала Рубен Варданян уже 30 лет использует свое армянское происхождение в качестве флага. Есть даже сообщения в российских СМИ о том, что Варданян, представляющий себя бизнесменом нового поколения и с чистой репутацией, в начале 90-х годов имел тесные связи с дедом Хасаном, который в свое время был вором в законе номер 1 на постсоветском пространстве и был убит в результате покушения в январе 2013 года. Эти факты свидетельствуют о том, насколько тесно бизнесмен связан с криминальными структурами на фоне внешней доброй воли. Но Рубен Варданян и такие, как он, другие богатые армяне должны понимать, что единственной силой, которая защитит и обеспечит право армян, проживающих в Карабахе, которых они используют для получения политического и экономического бонуса, является не Армения, не миротворческий контингент и не международные организации, а только Азербайджанская республика.